Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим и подробно сравним сразу две новинки от компании BGVP Scale и Scale Pro. Выглядят они прямо очень похожи, имеют плюс-минус одинаковую цену и комплект, но сильно отличающийся набор излучателей. Так, в случае обычных Scale мы имеем два динамика на 10,6 мм, а в Scale Pro тот же самый 10-мм динамик, и к нему арматурный твиттер HVAC. Что из этого предпочтительнее, чем они вообще отличаются, в этом мы сегодня и будем разбираться. Собственно, поехали! Поставляются наушники в абсолютно одинаковых коробках с наименованием производителя, логотипом пройденной Hi-Res аудиосертификации и подробными техническими характеристиками с обратной стороны. У Scale импеданс и чувствительность составляют 29 Ом и 110 дБ, а у Scale Pro 32 Ома и 113 дБ. Как видите, все примерно одинаковое, значит и на раскачку они будут также аналогичны. В комплект нам положили инструкцию, простенький мешочек, прищепку на одежду и два набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Кабель выглядит, прямо скажем, на свою цену, особо не путается, имеет прямой металлический штекер на 3,5 мм, и у моей Pro версии есть еще гарнитурный блок. По сопротивлению же это стабильные 0,96 Ома на каждой из жил. Многовато, конечно, зато коннекторы хорошие, легко отстегиваются и особо не крутятся. Лучше в эту цену вряд ли что-то можно было бы придумать. Сами чашечки пластиковые, за исключением звуковода, где сквозь прозрачный корпус можно увидеть либо два динамика, либо динамик и арматуру. Естественно, в наличии отверстия для компенсации, динамику без них никак нельзя, и обозначение левый-правый. С внешней же части абсолютно одинаковый рисунок в виде чешуи дракона. Ну и на Pro версии чашечки разных цветов, тогда как на обычной Scale одного. Выглядит это нормально, главное, сидят они удобно и насадки правильного размера. Вот так, друзья, это все и смотрится со стороны. Измерения я снимал раздельно, но по ходу буду проводить необходимые параллели. Так, у Pro версии импульс чуть резче и быстрее, почти в 2 раза ниже искажением, 0,2 против 0,1 дБ у Pro. Зато у обычных Scale меньше расхождения между каналами. Фаза, опять же, правильнее себя ведет у обычной версии, да и затухание на 30,60 дБ чуть ниже у Scale. Но, как видите, все эти параметры просто восхитительны. Где-то чуть лучше одно, а где-то другое. Разница между амбушюрами есть, но заметьте, в каждой из моделей их влияние отличается. Синим у меня отмечены широкие насадки, а зеленым узкие. Графики же АЧХ я наложил для удобства друг на друга. Из них понятно, что низкие частоты нам приподняли примерно на 10 дБ, в обоих случаях с правильным заходом на середину. Акцентировали область разборчивости и пик имитации ушной раковины. Сделали дополнительный акцент на 9,5 кГц. По нему я и равнял графики. Напомню, что все пики от 7 до 10 кГц смещаются и меняются по амплитуде в зависимости от глубины посадки. Предсказать же характер этих изменений почти невозможно. Но видно, что синий график Scale Pro чуть ярче, чем зеленый Scale. В остальном все плюс-минус одно. Даже высокие одинаково прибрали по уровню. То есть настройка у данных наушников абсолютно одинаковая, да и 10-мм излучатель, отвечающий за нижнюю половину спектра, тоже один. Разница лишь в том, что будет звучать на верхах: динамик у Scale или арматурный драйвер у Scale Pro. Здесь уже начинается очень тонкий, я бы даже сказал, вкусовой момент. Так, у дешевых гибридных моделей сильно чувствуется переход с довольно жирненького звукодинамика на тонкую, но сверхдетальную арматуру. Кому-то это нравится, не буду спорить, но верха получились яркими, немного резкими и нет той самой благородной однородности. В данном сегменте это обсуждать, конечно же, глупо, но два динамика из обычных Scale такую однородность имеют. Причем там есть и объем, и насыщенность, и масса на всем диапазоне частот. Да, по деталям не так четко, но все остальные моменты, на мой взгляд, гораздо сильнее. Так что тут следует определиться, если для вас важнее выразительность и однородность, то обратите свое внимание на два динамика Scale. Но если прям критично нужны нюансы, максимально возможная четкость и разделение, то это будут Scale Pro.
Конкурентов у данных моделей полным-полно, причем достаточно сильные. Так KZ ESX в правильном смысле ярче, естественнее, с тем самым объемом и глубиной. Так что на их фоне обе модели от BGVP смотрятся какими-то плоскими, подсушенными и слишком уж зажатыми в плане эмоций. Куда ближе к героям обзора разнообразные Zero, но на мой вкус они намного слабее, да и усиления требуют в разы. Так что если вы рассматривали любые из наушников Zero, лучше возьмите одни из Scale. Terrain MT1 на фоне Scale звучат как-то вот расфокусированно, а я здесь тоже отдам предпочтение BGVP. Не совсем понятно только, если сравнить их с Terrain MT3. Последние вроде как лучше подчеркивают динамику и пространство, но Scale очевидно честнее. Примерно такие получаются результаты, если собрать все мои бюджетные наушники и сравнить. То есть ни Scale, ни Scale Pro не являются убийцами всего сегмента и абсолютными лидерами, но имеют приятный слуховой вес, выразительность, слегка подсушенный такой собранный характер звучания и заметно прибранные высокие частоты, что просто прекрасно сказывается на передаче разнообразных агрессивных жанров. Но это, друзья, всего лишь первый шаг в аудиофилию. Дальше все будет намного интереснее. А так в них очень удобно играть, комфортно смотреть видео или слушать любимую музыку. В целом очень хорошие наушники, но только для своей цены. Какой-то особенный по характеру или мощности усилитель этим моделям не требуется, хотя для Scale я бы больше смотрел в сторону чего-то техничного, чтобы сбалансировать плюсы и минусы динамиков. Для чего-то хоть немного сложного лучше подходит Pro-версия, поскольку имеет усиленную прорисовку тембров. Однако глубину обе эти модели в принципе не способны показать. Все инструменты хотя и чуть к нам приближены, но звучат с одного от нас расстояния, похоже на эдакую нормализацию звука относительно дистанции. То есть задние инструменты усиливаются по громкости, а передние чуть ослабляются, чем и достигается довольно интересный акустический эффект данных наушников. То есть на слух, как для своей цены, прямо круто. При этом здесь идет явный акцент на бас и нижнюю часть средних частот, что делает звук достаточно сочным и телесным. Прекрасное разделение, драйв и выразительность. То есть это вариант больше для рока, металла, разной электронной и живой музыки. А вот во всякое академическое с ними лучше не лезть. Хотя кто сегодня слушает фортепианную классику или, скажем, симфонический оркестр? Для этих жанров есть, например, BGVP Melody. Итогом наушники BGVP Scale и Scale Pro очень удобно сидят, неплохо выглядят, да и насадок нам положили целых 2 комплекта. По звучанию же они достаточно басовитые, немного подсушенные на середине и притемненные на верхах. Массы, разборчивости, драйва и выразительности им хватает с головой. Кроме того, здесь просто минимальные искажения. Мне в них безумно понравилась разборчивость и мелодичность. Они намного лучше всяких вот этих распиаренных Zero и других одноклассников. Но лично в моем топе чуть уступили KZ ESX. Там, конечно, не так эффектно и круто с разборчивостью, но лучше в плане глубины, пространства и передачи эмоций. Без сомнения, все это очень хорошие модели, но опять-таки не убийцы сегмента. В чем-то они сильнее, а в чем-то слабее конкурентов. А на этом у меня все. Это были наушники BGVP Scale и Scale Pro. Всем добра. Подписывайтесь на канал, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра.